Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, песеры, с вами Морж. Совсем немножко остается времени у нас до Нового года, сегодня четверг, и сегодня, если честно, конечно, я надеялся на новых эпиков и бигтаймов. Я думал, до Нового года Konami полностью закроется по эпикам и бигтаймам сборных, там у нас еще Вилья должен был быть, там у нас еще Зика должен был быть. Но господа из Японии снова делают финт ушами и, собственно, выкатывают нам сборную команд недели. У меня другого названия нет. Вот ролик, да, будет как-нибудь настолько тупо называться: сборная команд недели. 22 игрока здесь, 22 попытки у нас здесь. И здесь они, наверное, хотели представить лучшие карты, которые были у нас из команд недели за все время. Вот, как вы понимаете, нахожусь я на ПК, на мобилке то же самое. Почему не открываю на мобилке, ребята? Потому что у меня есть уже эти игроки практически либо лучшие версии, либо такие же. Поэтому на мобилке мне открывать это смысла нет. Ну, давайте поговорим про тот набор игроков, которые они нам выдали. Значит, начинаем, конечно, с черепашки Мбаппе. Тут, тем более, смотрите, насколько на ПК легче смотреть статы, да, вот это вот, не листать ничего. Значит, он немножечко хуже, чем Мбаппе, левый полузащитник. То есть, если вот самая сильная карта у нас это ЛПЗшник, вот, то этот немножечко хуже. Но за счет чего лучше? За счет того, что он имеет стиль охотник за голами, который будет работать на центральном нападающем. Напоминаю, что у левого полузащитника стиль атакующий полузащитник, и на центральном нападающем работать он не будет. Поэтому, в принципе, вот он немножечко хуже. Немножечко хуже, но за счет стиля может оказаться более проворным на поле. Вполне себе можно ловить, так сказать, топовая карта. Дальше у нас Холланд. Сравнивал я статы. В общем, как по мне, Холланд, который был за номинальные контракты, слегка получше. Этот вывозит разве что за счет того, что все стили по 90. Но опять же, если у вас его нет, карточка хороша, брать стоит. Сразу прокачанный стиль, все по 90. Ну, в общем, все у него здесь более-менее неплохо. Карточка Холланда, внимание, стоит. Педри. Неплохо, но не более того. К сожалению, у нас есть 96-я карточка Педри, которая выглядит поинтересней. Взять ее можно было от Барселоны, если я не ошибаюсь. Поэтому это такая средняковая версия Педри, не лучшая из тех, что у нас есть в игре. Эдегор. Лучшая версия Эдегора, как по мне, опять же, сравнение делал, ради него стоит подкрывать, если вы болельщик Арсенала, как я, например, ну или просто, если вам нужен очень даже хороший атакующий полузащитник с хорошим пасом, с хорошим дриблингом. Карточка мне понравилась сама по себе. Дальше, Фати. Фати у нас самая сильная карточка из тех, что у нас была, за счет стилей, за счет достаточно неплохой прокачки. В общем, Фати я бы ставил плюсик, за ним тоже можно поохотиться, если вы болельщик Барселоны. Бастони, к сожалению, карточка от сборной Италии у него интереснее, вот, и стили там от сборной Италии тоже по 90, поэтому здесь Бастони вывозить не за что, так сказать. Тем более, если вам нужен один Бастони, вы можете всю Италию за 1100 открыть, а сюда не лезть. Коман, самая сильная карточка на данный момент, его карточка в нашей игре. Вот, ловить стоит, он стоит в составе Баварии, потрясающая скорость ускорения, может, смотрели мы матч Баварии, он там как раз отличился. Модрич, ну, я думаю, те, у кого память не как у рыбки, которые помнят немножечко дальше, чем 2 часа назад, догадываются, что Модрич, который ОПЗшник, который от команды недели чемпионата мира, гораздо лучше, просто гораздо лучше. Модрич, там нужен ОПЗшник. Фермина, значит, самая сильная карточка на данный момент, Фермина вообще мало карточек получает, на него как будто все забыли, все забили, вот так скажу. Луис Альберто лучшая карточка, ну, а этих ребят я вообще нахрен не трогал. Салиба у нас есть от команды недели, лучшая карточка. Кварцхелья, вот его, я думаю, тоже многие будут ловить, потому что на хайпе, так сказать, товарищ, но остальное такое себе. В общем, по основным игрокам пробежались. Вот, давайте откроем на ПК, почему нет, золото у меня здесь лишнее есть, а реально на мой мобильный аккаунт они просто банально не нужны. Ну да, и напоминаю, что ссылки в описании и в закрепленном комментарии моего телеграма, где я публикую новости, там же ссылка на мою личку, если тебе нужно задонатить на мобилочку, вот, с российских карт могу тебе с этим всем делом помочь, начинаю я с Харрисона.
Жалко не Харрисона Форда. Ну, здесь, конечно, графончик поинтересней, представление футболиста смотреть поприятней. Вот, единственное, ребят, сегодня донаты делаю последний день, дальше ухожу на небольшие каникулы и до 3 числа работать не буду. Тем более у меня еще 2-го у мамы день рождения, так что я думаю, вы сами все понимаете, отдохнуть тоже надо. Поэтому, если нужно закинуть, закидывай сегодня, либо жди уже 3 числа. Хотя на что тут закидывать, опять же, ну, команда недели и команда недели. Все-таки, наверное, люди тоже, как и я, ждали эпихов, вот. Да, я знаю, что меня подстебывают за мою букву Х, ну, скажем так. У меня с буквой Х много всего хорошего связано, и люди это отмечают. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. Что ж, Луис Альберто, хороший, кстати, очень даже игрок, мне нравится. Я его в основном ставил даже на атакующего полузащитника, при том, что хоть у него и стиль классическая десятка, вот, на атакующем полузащитнике именно в качестве распасовщика классно себя достаточно показывал. Ну что, топов-то я хоть каких-то поймаю, тут понятно, да, самый вкусный Мбаппе, но если, опять же, у вас есть нет левого полузащитника Мбаппе. Я его ставлю на центрального нападающего, мне кажется, Konami до сих пор не совсем все привели в порядок, и до сих пор у нас стили то работают, то не работают. В общем, я сильно не ощущаю то, что меня игра угнетает из-за того, что у него не работает стиль на центральном нападающем. Эдегор мне выпадает, ну, это хоть вполне себе неплохо. Вот, Эдегор вполне пойдет. Я не знаю даже, сколько я уже открыл. 3 игрока я открыл, давайте откроем 5. И будем заканчивать с этим всем делом. На самом деле, просто на компьютере не так уж часто я играю в PES, поэтому тут банально мне эти игроки не особо чтобы нужны. Тут Никита предложил, который кричащий творч, сделать новогодний типа турнир песеров или что-то типа того. Вот, я и в принципе, наверное, с удовольствием поучаствовал, при том, что я рачье полное на компьютере, конечно. Вот, но, к сожалению, уже не просто так у меня донаты работать не будут. Уже завтра я как бы уезжаю на новогодние праздники. И понятно, что комп я с собой тащить не буду, джойстики я с собой тащить не буду, все эти микрофоны, программы, ну и так далее я тащить не буду. Поэтому, к сожалению, участие принять не смогу. Но если он такой турнир будет организовывать, ну и вообще там Дэн там будет участвовать, например, ну и так далее, вот, я само собой сделаю у себя в Телеграме, ребят, анонсы, может, вам интересно будет посмотреть. Так что такие дела. Ладно, 5 игроков я открыл, ну, честно, больше не считаю нужным, потому что, ну, все равно играть не буду, чего они будут висеть. По игрокам, по статам я вам примерно сказал, вот, кто лучше, кто хуже. Так что решайте сами, думайте сами, решайте сами, брать или не брать. Да, единственное, что пропустил, конечно же, у нас появились соревнования, в которых вот здесь вот проходите и получите бесплатную крутку этих же паков. И вот здесь вот у нас обновилось до 250 тысяч ГП тоже можно получить, просто играя против бота. Зачем они вам нужны, понятия, если честно, не имею, но я должен был вам об этом сказать. Что ж, хороших вам праздников. Год был тяжелый, год был очень тяжелый, новогоднего видео вряд ли будет, поэтому, честно, у меня уже просто ни сил, ни нервов, ничего. Так что, по стандарту, с вами был Морж, встретимся, наверное, уже в новом году. Всего вам хорошего, мира вашему дому, пока-пока.